Всем доброго времени суточек. Давайте-ка мы посмотрим любовные отношения. Мне тут сказали, почему-то надо. Вот эти две карты неожиданно выпали. То есть какая-то месть кого-то. Какой из вариант ждет, я не знаю. Месть какая-то, нож в спину, измена какая-то вышла. Я не знаю, на пороге, на дороге, вот так вот. Вот. Кого любовная тема не интересует, посмотрите мой следующий расклад там или предыдущий, да, на пороге, на дороге. Давайте посмотрим все-таки вот пупсиков, что ожидает. Вот так вам и медвежат. Выбирайте вариант. Давайте посмотрим. Так, что у вас? Что у вас тут такого? Что-то такого неожиданного. Ух ты, скалка, маньяк. О, боже ты мой. Тут какой-то мужчина. Какие-то ссоры, раздоры, скалку вы. Так, еще надо. Мечты, прошлое. Давайте-ка на этой колоде прям. Какие-то проблемы. На пороге, на дороге. Ну вот скалка, понимаете? Как еще по-другому сказать? Каким-то мужчиной вы будете бороться. Вот. А кто-то уже не будет, потому что вспоминать будете в прошлом, что вы мечтали об одном, а получается, что вот так вот. Почему даже маньяк какой-то вышел, не знаю, в чем, в каком плане он. Ну вот, в прошлом у вас так было. У кого-то вот совсем недавно, да? Так, и что, о чем вы говорите? Это, как я понимаю, будущее. Но в будущем будет любовь. Чё се? Что за... И какая-то непонятная вообще история. То есть какой-то мужчина, с которым у вас были какие-то такие отношения. Вы думали, что совсем вы с ним не будете вместе. Закат, вот тут скалка у вас были какие-то. То есть вы не думали. То есть смотрите, здесь прослеживается такая информация, что вот то, что вы никогда в жизни не думали, что вы сойдетесь с этим мужчиной, то есть закат, то ли вы с ним разошлись вообще, то ли это просто, ну, кто-то к вам вот имел какие-то чувства, да, а вы, да, ну, это ваши ощущения, вы так стоите со скалкой, да, ну, пейте это, да, ну, не нужен мне, ну, как-то так, вот. И тут неожиданно вы узнаете, что он, оказывается, вас любит или у вас какие-то чувства происходят между вами. Представляете? Вот. И кто-то реально узнает, что пупсика-то не зря выбрали. Сюрприз! То, что пупсик будет, понимаете? У кого-то точечно. И что вы уже будете родственниками, что скоро свадьба. Как бы так. Это красивая такая с детенками фотография. Тут прям вот такая информация, не знаю. Не все ж тут, конечно, беременные. Ну или если это не так, то просто узнаете, что это зарождение. Эмбриона как так, как беременность считается, как и просто. Зарождение любви какой-то, как-то, причем неожиданно это так-то произойдет. То есть вы не ожидали. Вот. Как-то так. Может, вы просто думали, что он какой-то маньяк, что он за вами ходит там, а он просто вас любит. Представляете? Не знаю, для кого эта информация. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, что это такое? Популярность. Да, интересно, кто? Вы популярный или он? Еще какая-то сваха ваш сватала. А вы, да ну не. Это не мой вариант. Так. Ух ты, вы реально думали, что какой-то извращенец? Не зря тут маньяк вышел. Реально, маньяк, извращенец. Тут даже, возможно, была какая-то у этого юноши, была дуэль за вас. То есть он это...
с кем-то боролся, с какими-то, ну, у вас, может, было несколько ухажеров, да? Смотрите, дуэль. Вот. У него растоптанное сердце, что вы дали его отворот-поворот. Интересно, напишите, про кого я так вот считала. Интересные карты вообще просто. Вот. И тут какая-то сваха вас сватала. Ну вот. А причем тут сидеть на шее? Популярность тут. Вот этого юношу. Вот, посмотри. Васенька-то мой какой красавец. Понимаете, семья у вас будет, и все будет хорошо. Зачем ты ему растоптала сердце? То есть как-то так. Вот. Но тут неожиданно у вас вспыхнет все равно любовь какая-то. Как это произойдет, я не знаю. Вот. Колдовство. Ого, поворот тут у вас. Вот. Но вы почему-то сидеть на шее кто-то не хочет. То ли он, то ли вы. Может быть, это вы так думаете? Если вдруг, тут у меня, к примеру, извините мне выражение, беременна в 16. Если вы вдруг сейчас это узнали, я считываю кого-то, блин. Или это у вас дочка, внучка, не знаю, кого я сейчас считываю. И вы просто, ну, не хотели, как бы, сидеть на шее, еще и с ребенком, и все такое прочее. У вас такие мысли были. Но вот тут подумайте по-другому все-таки. Ну, тут вы в него все равно влюбитесь. С игру свадьба. Я вот прям ощущаю, что тут прям родственники, свадьба вас ждет. Как эту тему назвать? Прям так неожиданно. Но вы почему-то подумаете, какое-то колдовство. Как так? То есть я его не воспринимала. А тут я в него влюбилась. У меня прямо дрожь. Мурашки прямо по телу. Вот. Тут счастье, свадьба будет. Все замечательно будет. Но вы почему-то будете думать на эту старушку, что ради выгоды какой-то, я не знаю, что за выгода, что она как наколдовала его вам все-таки. Правда, неправда, это вам надо другие расклады смотреть. Ну, может быть, это вам кажется. Понимаете? Но тут счастье, свадьба и все хорошо. Так, еще пару карт я чувствую. Вот он, ребенок, который вышел. Любовь еще раз вышла. Грань. Ну, тут карта аристократичности перевернута. Возможно, он там, может, не богат или еще что-то. Да, аристократичности нет. Как я так ребенка рожу от простого, там, например, там, к примеру, фермера, как там, да, например. Но вы в него влюбитесь. Вот так. Что это тут? Тут еще будет, причем, маскарад. Вот. Он будет вас умолять и петь серенады. Представляете? То есть как он вас любит, как он вас обожает. Ценность, как вы для него ценны. Это просто вообще умолять прям вас будет. Признание в любви. Прям вот. Какие красивые карты. Смотрите. Для меня это новая колода. Вот я купила любовную. И вот так вот у меня вышло. Это новая колода. Поэтому для вас это 90% гадание. Если это не ваша тема. Так, что еще? Давайте посмотрим, ладно. Сплетни тут еще будут какие-то. Ну, вообще семейную жизнь сейчас рассказываю. Перетягивание каната будет. Ну, короче, какие-то семейные отношения. Вот. Сейчас продолжение тут надо. Движение какое-то, какие-то движухи среди родственников там. Так, вот это прикрыть. Узы тут. Тут какие-то... Такое ощущение сплетни будет о том, что как так ты забеременела. Ты-то, ну, как-то монашка, что-то как-то так идет. Может быть и так быть. У кого-то будет так, что да не может быть. Хоть она и сваха, да, сватала вас, но
У некоторых, но это не маленький процент, будет говорить, да не может быть, что она, что это ребенок от моего Васеньки, понимаете? У вас даже ничего не было тут. Узы, качели, то есть вы... Так, что тут за семья? Он за тебя только в трясину попадет. Смотрите, тут еще второй вариант врывается. У кого-то все хорошо, ну, простите. А у кого-то, потому что люди разные будут смотреть. Наоборот, будет обвинять, что это не от, что это не от моего Васеньки, что ты нашу семью только в трясину занесешь. Ох, охренеть, бумеранг и фундамент. Хм, интересный вариант. Какой-то второй вариант. Так, сейчас и гадаю как-то странно. Справа налево. Слушайте, кто-то будет другой религии, которые пишут справа налево. У меня такого еще, ну, прям вот там мусульманство или еще что-то. Вот так вот пишет. Вот, да я про вас. Что типа, это вот эта тема. То есть первое, это, ну, нормальные религии. Сейчас я стала гадать по-другому. Это вообще нонсенс. То есть, может, те страны, там, к примеру, Дагестан или еще что-то, я не знаю, там, Армения, где даже в парандже, может, ходят. Типа, ты бы должна была монашкой быть, а как ты так? Да не может быть такого. Тут вот такая тема идет. Так, сеновал, измена, женщина, ручеек. Да ты... то еще про... Вот эта тема измены, это тоже в этом варианте. То есть вот второй вариант. А кто тут изменил? Женщина? Тут кто-то кому-то изменил. Женщина или мужчина? Ну тут идет, что ты как бы очередная. У него тут ручеек, женщина, мужчина. То есть много женщин. А он с тобой просто чисто один раз переспал, и что ты прям от него беременна? Ну, не знаю. Прям так вот идет. Что это тут? Свидание. Всего одно свидание. Ты сразу как бы вот так вот. Два варианта, девочки, смотрите. Вот. Ты все наши планы разрушишь. Опоздала уже. Ну, интересно, интересно. Уходи. Совместная... Вот перевернуто. Совместная старости не будет. Уходи, типа, не... Вот как-то так. В первом варианте все хорошо, любовь, а тут не будете вы вместе. Понимаете? Совместная старость, как бы любовь до гроба вот так вот не будет у вас. Ты опоздала, что, может, уже какая-то еще есть беременная от него. А вам не верят, может, вы, ну, к примеру. О, интересные такие вот. То есть крест вообще вам, ну, не захотят. Может, ну давайте дальше просматривать мои расклады. Может быть, что-то в будущем у вас улучшится. Пока что вот так. Навязчивость. То есть, знаете, вас будут видеть, что вы навязчивые. Видите, инкубация, что вот, что вы хотите тем самым их в ловушку, а это ихняя судьба. Ну вот как-то так. Вот таких два интересных варианта. Ну, надеюсь, все к первому относятся. Давайте второй вариант просмотрим. Да, купила колоду. Ну, чтобы вот две такие в одном варианте энергии шли. Вот. Как-то так. Давайте смотреть медвежат. Медвежата, здравствуйте. Давайте посмотрим. Там сейчас картину вам сделаю. Что у вас тут по любой теме? Нож в спину. А это у вас нож в спину. То есть там измена в том варианте. Ну, там разное получилось так. А тут нож в спину какой-то мужчина. Соблазнился чем-то. Интересно. Сейчас посмотрим. О, известие какое.
Не все ж хорошо, чтобы было. Так. Ну вот у меня разные, не только хорошие. Сейчас, ладно, посмотрим. Вдруг все хорошо выйдет. Так. Почему-то идет показалось, что оказалось все плохо, а на самом деле все будет хорошо. Я не знаю, еще пока карты не вижу. Читать пытаюсь энергию. Мужчина. Вам кто-то будет говорить, что твой мужчина соблазнился на что-то. Для вас это будет как нож в спину, но на самом деле он вам будет петь серенады, что он как вас любит, свадьба, счастье, обязательства у вас. То есть у вас все хорошо. Но просто, мне кажется, это какая-то соперница будет специально вам палки в колеса ставить. Змеюка какая-то, мне кажется. Ну-ка. Чисто. Ну-ка, подожди-ка. Отшельник. Блин, тут что-то с соединением, какие-то проблемы. Вот эти уединения нарушено. То есть тут будет говорить о том, все-таки у меня все равно эта информация идет, что он нечист, он тебе изменил, а что он как бы был, может, перед свадьбой, и как бы кто-то, может, сейчас собирается выйти замуж, кто-то нет. Что вот он тебе поет серенады, на самом деле не так. Но мне кажется, это неправда. Что он типа не отшельник. Ну, там, знаете, бывает ночь перед свадьбой, например, там вот, да, мальчишник, и там типа на мальчишнике что-то было, к примеру, да. У меня вот так идет. Мне кажется, это неправда. Так, колоду не так я взяла. Так, движение, грань. Ух ты, подкаблучник. Не, ну он на самом деле на это не способен. Ну, подкаблучник вышло, да. Он вас любит, он под вашу дудочку. Почему-то такие выражения идет. Примирение будет, все нормально. Вы это поймете, но просто смотрите, для вас предупреждение, что вот какая-то змеюка будет вам об этом говорить. Я не знаю, кто. Подружка. То ли, блин, еще кто-то. Родственники, движения. Нет, тут, видите, движение, грань, вот о чем это идти. То есть нет движения, он на это не способен. Он, ну, вот если любит, то любит одного человека. Как бы тут так просматривается. Юноша, наоборот, думает, что он у вас на шее сидит почему-то. Может быть, вы с богатой семьи или с какой-то особенностью. Вот смотрите, родственники, сидеть на шее. В прошлом он так думал, сейчас уже нет, сейчас уже как-то вы это вот. Ну вот он боялся даже, может, к вам подойти, потому что думал, что вас недостоин. Вот этого он боялся. Ну-ка, подождите, что тут просиновал? Ох, интересная колода. Так. Но он боялся, что вы подумаете, что он вами пользуется, да? Вот, смотрите, синовал, выгода. Вот. А он вас любит, что вы подумаете, что вы маньяк какой-то. Ой, почему-то вы, я говорю. Слушайте, мужчины будут смотреть. То есть переворачивайте на себя. Тут просто, что он маньяк. Вот. Перетягивание каната, путешествие. Ух ты. Побои, страсть. Ну, может быть, он-то как бы не способен на измену, но вот побои тут говорит, что может было что-то сгоряча, в порыве страсти что-то, может быть, руку поднял или еще, но это было что-то такое мелкое, может быть. Как вот просто ссора, перетягивание канала. Нет, я главный, нет, ты главная. То есть как-то так. Вот у вас было что-то такое. Вот. Ну, он это понимает, он за это себя винит. Да, белый флаг. Тут, понимаете? Что тут с религией связано? Самолюбование у него.
Ну, может быть, даже в церкви венчаться будете, что-то какое-то религиозное у вас. Так вот это прикрою. Вот тут враг какой-то. Я говорю, тут какая-то женщина, которая вмешивается в отношения, делает вам качели. Ну, я просто специалист по магическому негативу больше. Вот для меня это вот эти вот всякие любовные темы, это вот, ну, экспериментальный канал мой, ну, надеюсь, пойдет все хорошо. Но вот я тут сразу чувствую негатив. В каком плане он магический или же, может быть, психологический негатив? Вот. Так, прикрою. Может, просто она лезет. Какая-то женщина, видите, качели делает. Враг. Сразу идет враг. И вот она влияет, чтобы у вас не было никаких уз. Вот, сеновала не было и вообще не было отношений. Тут есть соперница, да. Вот. Но он почему-то все время думал, что вы подумаете, что он ради выгоды с вами. Нет. Вот тут по картам просматривается, что любит человек, семьи с вами хочет. Вот. Но тут кто-то вмешивается, кто-то вам затыкает, чтобы не было этой семьи, чтобы свадьба не получилась. Какая-то монашка, кстати. Ну или вам на одиночество пытаются делать. Вот. Любовь, порча на одиночество. Или же та соперница, она может быть какая-нибудь там бывшая вдова, может также быть. Вот, сверкнула. У кого-то точно будет 30%. Какая-то сама монашка и завидует вашим отношениям. Ух ты, как свечка-то. Что-то тут есть, девочки. Что-то вам надо защиты делать. Все хорошо, да нехорошо. Смотреть, чтобы она ваши отношения не... Тут какой-то ребенок, семья, мечта. То есть она вам тут поет, что он какой-то плохой извращенец, не общайся с ним. То есть, возможно, кто-то, ну, еще пока к свадьбе не идет, ну, то я вам будущее. Откуда я знаю? Может, я вам считываю то, что через полгода будет, к примеру. Ну, стоит у вас это. У вас, говорю, и свадьба, и все стоит. Может, у дочки, внучки не у вас. Смотрите, у кого это. Ребенок будет, и семья, и вы мечтаете об этом. Он об этом мечтает, этот мужчина. Но почему-то эта монашка говорит вам, что вот он какой-то извращенец. Вот как-то так. Сейчас еще немножко, вот все, я заканчиваю. Больше вам нечего сказать. Так, тут по судьбе, то она хочет вам какой-то подмен судьбы сделать, в ловушку вас и шантажировать будет чем-то. Может, это какая-то бывшая, кто его знает, что это за... шантажировать чем-то, что вот ты потеряешь больше, чем приобретешь. Тут вот так идет, прослеживается. Представляете? Ну, вот так вот. Уход. Да, вот она будет вам петь, что он тебе изменяет, не надо с ним. О, вы представляете, тут магия. Свечка просто... Холодная постель. Он вообще старый, может быть, у кого-то, ну, кто его знает, может, у кого-то разница большая в возрасте, да? Вот. Типа ты с ним не получишь удовольствия, а я все молоденькая, молоденькая. Ну, тут вот даже вот мужчина в возрасте может быть у вас. Вот. Вот как-то так. В трясину с ним попадешь. Вот, короче, сплетни она там разводит, опоздала. Вот, надо было, когда он был молодой. Как-то так вот. Короче, все понятно. Все, девочки, мальчики. Вот от вас ситуация ждет. Готовьтесь, кто еще не знает, что у вас есть враг. И вам надо от этого врага избавляться. Почему у меня идет слово врага? Интересно. О чем-то что-то говорит. Ну-ка мне одну карту. Что это слово говорит? Это может быть человек с работы. Тот, кто вас принял на работу. Или проводил собеседование. Или какое-то неожиданное предложение вам сделал. Какая-то встреча рабочая была.
Это вам как... кто ваш враг? Да, которое дело магическое. Манипуляция, магическое воздействие. И вот он, вот эти хлопоты любовные. Вы знаете, посмотрите мой предыдущий расклад. Тоже будет, что вас ждет. Там тоже какие-то магическое воздействие и вальты были. Это тоже ваш. Ну вот какие-то любовные такие будут у вас приключения, солнышки. Вот эта карта все равно идет. Вот. Валет, валет при вас вытягивала. Ну вытянула я. Хочется сказать, выкинула. Вот эти вот хлопоты. Почти те же самые карты. Но я же при вас из колоды доставала. То есть это точно ваш вариант. Вот. Но тут что-то вот интересное. Почему выкинула идет? Это вот соперница вам будет говорить, выкинь его из своей жизни, выкинь это из головы, вот так идет. Даже заболела из-за него, как-то вот так вот. То есть, возможно, то есть у вас такая любовь до такой степени, что вы сейчас дома. Человек запер в 4 стенах. Кто-то приболел, возможно. Как-то так. То есть вам вот это поет. Короче, не могу. Я эту соперницу прямо чувствую на расстоянии. Извините меня, мразота какая-то, честно. Какая-то мерзкая такая, вонючая, извините за выражение. А разговоры тут. У тебя не будет с ним ни дороги. Перевернуто. Удовольствие от приятного общения, веселье, хорошее общение, понимание, гармония, праздник. Не, ну это вы ей говорите. Да все будет нормально. Все будет хорошо. У меня будет праздник. Мне кажется, вы особо-то не слушаете-то ее. Но все равно будьте начеку. Вы говорите, что вот этого не будет. Не будет вот этого вот плохого, там не будет неудач, провалов, отчаяний, не будет. И тайн никаких не будет от него. Он не будет мне изменять. Почему-то вот так вот идет. Все будет хорошо. А она вам поет другие песни. Ну вот как-то вам. Как-то так, солнышки мои. Так, это последний вариант. Ну все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.